Приветствую всех, друзья. С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я предлагаю вам общий расклад Таро на тему личной жизни и перемен по судьбе. Настраивайтесь на себя, на свою интуицию, на свое воспринимание или на свое восприятие ситуации, на свою ситуацию. Ну и на то, чтобы услышать советы, подсказки и инсайты на здесь и сейчас и на ближайшее будущее. Начнем мы с того, что посмотрим вот немножечко прошлое, да, и оттолкнемся. Давайте оттолкнемся от важных уроков, например, в любви. Важных уроков в любви. Почему в любви? Потому что любовь – это чистый поток энергии. Какие важные уроки в любви вы уже вынесли из прошлых отношений? Скорее всего, любовь требует тишины. И самый важный урок из прошлого, из прошлых отношений для вас является умение молчать и хранить тайну. То есть любовь любит тишину. Вот так. Но если этот урок уже вы вынесли из отношений про молчание золота или любовь любит тишину, то есть еще один тайный урок, который нужно вынести, но вы о нем пока что еще не знаете. И, возможно, вы вынесли уроки магии из прошлого. Так ли это? Напишите в комментариях. Но жрица всегда о тайнах, о молчании и, скорее всего, о какой-то магии. Особенно если вы столкнулись с женской магией. Возможно, также вы вынесли уроки родовых программ по материнской линии. Возможно, ситуация, аналогичная ситуации вашей матери, произошла и в вашей жизни. И так или иначе коснулась вашей любви и ваших отношений. Был ли у вас кармический партнер, который, например, повторяется, да, или вообще? Да, был. У вас уже был кармический партнер. Может ли у вас быть еще один кармический партнер? Да. Вот смотри, до сих пор, по сей день, вот на здесь и сейчас, из бывших отношений на твою энергию, на твою личную жизнь, на здесь и сейчас до сих пор влияет хаос. Еще раз. Из бывших отношений и по сей день на твою личную жизнь влияет хаос. И неразбериха. Может ли это быть дух женщины живой? Да. Может ли это быть дух покойной женщины? Возможно, да, тоже может быть, особенно если материнская линия. До сих пор из прошлого тебе трудно отпустить любовь и чувство партнера. Особенно если это был мужчина, для мужчины и женщина тоже. Но особенно если это был партнер или мужчина водной стихии, особенно рыба, рак и скорпион. То есть, может быть, это был первый партнер, первый муж, первый опыт, первая любовь и так далее. Но каким бы ни был он знаком зодиака, то самый первый партнер до сих пор не отпущен. То есть тебе его сложно отпустить. Тебе мешает
открыться в новых отношениях, в новой любви, да, вот в новой жизни, или даже достичь успеха в чем угодно в новой жизни, тебе мешает душевная рана, а вдруг не получится или что-то пойдет не так, как в прошлый раз. То есть, по сути, неуспех в прошлых отношениях, да, или неуспех прошлого опыта, или неудачный прошлый опыт до сих пор вот мешает тебе, ну, именно открыться, да. Ну вот он, прошлый опыт, который формирует твои ожидания от отношений сейчас. От мужчины или от женщины, но больше примеряй к своей ситуации. Прошлый опыт утраты, потери и болезненной трансформации до сих пор формирует твои ожидания от твоего партнера, от мужчины или от женщины. То есть, смотри, аркан 13 в прошлом – это болезненная трансформация, неудача, потеря или деструкция какая-то, да, или болезненный опыт. И он страшный. Ты, ну, как бы все равно, ну, это карта страха все равно. А здесь у нас жрица, да, то есть у нас это горизонталь, она закрывается страхом и тайной. Страх неизвестного, вообще как таковой страх, или неизвестность, порождающая страх, дает тебе вот этот вот, ну, как бы не сколько негатив, но негативный опыт прошлого дает тебе негативный результат на здесь и сейчас. Ну, вот так оно взаимосвязано. Ну, окей. Ну, а давай тогда спросим, вот просто зададим вопрос тогда, да, если не поток, отойти от потока немного, вот какой кармический долг в сфере вот отношений, да, ты уже вот реально отработала, да, или отработал. Что вот ты в отношениях уже отработал? Кармический долг. Ты отработал или отработала кармический долг роскоши. Если тебя содержали в роскоши, ну, то все, тебя не будут содержать в роскоши. Если ты содержал или содержала в роскоши, то ты тоже этого уже не должна или не должен, понимаешь? Ну, то есть долг роскоши. Ну, давай еще тогда спросим. Смотри, коли ж тут вот тоже кармический момент, да, а видишь, в прошлом у тебя много кармических, ну, вот как бы в прошлом оно все на карме замешано, да, вот жрица – это твой, ну, твоя матрица судьбы, условно говоря, да, а рыцарь монет, пентаклей – это кармические отработки. То есть, давай тогда спросим, вот, что Вселенная хотела бы тебе показать через все предыдущие отношения? Ну, то есть, что она тебе показывала? Что все можно изменить к лучшему, что безвыходных ситуаций не бывает, и что может быть лучше, чем ты думаешь, чем ты планируешь, или чем ты даже и не думаешь и не планируешь, тоже может быть лучше. Окей. Я думаю, что немножечко в прошлом мы подзастряли, но мы как бы 8 карт, да, получается. Да, 8 карт, ну 8 как раз у нас лемниската. Все, давай закончим с прошлым, завершим по руне Дагас, завершим цикл и с кармой закроем кармические вопросы. Вот давай вот сейчас как бы проанализируем твое текущее состояние в личной жизни. Вот сейчас ты готов или готова к партнерству, к любви, к отношениям. И твоя женская, мужская энергия в сфере любви сбалансирована, справедлива, уравновешена и находится в состоянии покоя. По большому счету ты по этой карте, возможно, и не стремишься к отношениям. Возможно, да? Но как минимум ты сейчас для отношений в балансе. И карта эта для отношений, как нельзя, кстати, это партнерская карта. То есть, по сути, сейчас твоя женская или мужская энергия готова
к любовным отношениям. Ну, карты так видят. И вот прямо сейчас твоя жизнь выглядит так, как выглядит, потому что ты готов или готова либо идти по открытой дороге к своим отношениям, к своей любви, или готова эти дороги для себя открывать. То есть или ты уже выбрал или выбрала партнера, или твой выбор пал на партнера, да. Ну, либо тебе нужно открывать дороги, да, допустим, искать этого партнера, или, например, ну, делать какие-то обряды, ритуалы, да, к примеру. То есть, как вариант для этого. Вот давай как раз и спросим. Вот коль уж у нас здесь неудачный опыт и страх, да, вот какие скрытые страхи или, например, внутренние блоки, да, мешают тебе в любви, в отношениях прямо сейчас? Ну, тут ты больше даже боишься выйти из зоны комфорта, из прокрустового ложа. То есть ты как бы боишься самого движения, да, самого движения вперед. Но я бы не сказал, что они прям такие явные. Они больше скрытые рыбы. Но, скорее всего, ты не хочешь ничего менять в личной жизни. То есть, по сути, страх изменить что-то в личной жизни является, ну, внутренним блоком, который мешает тебе вот идти по вот этому пути любви. Не видишь, у нас как раз расклад на любовь, на личную жизнь, на отношения, да, и тут карта выпадает, она выпадает после жрицы, после аркана 13, после аркана 0 хаос, да. Она выпадает рядом с балансом. Здесь весы, здесь близнецы. То есть, по сути, у тебя обстоятельства складываются так, что, ну, как бы ты можешь уже туда идти. Или можешь начинать, или там, ну, как бы делать первые шаги. Ты можешь это делать. Но вот это, знаешь, как прокрастинация или само как бы место, в котором ты находишься, оно тебе так, знаешь, как болото немножко поглощает, да, и тебе тяжело оторваться от насиженного какого-то комфортного места. Ну давай тогда, то есть какой-то внутренний страх, да. То есть страх начать что-то новое, да, или оторваться от привычного, то есть побороть привычку. Вот давай тогда спросим по-другому. Как ты на самом деле относишься к себе, ну, как к женщине или как к мужчине, который достоин или достойна любви, да? Ты себя обманываешь. То есть, как к женщине или как к мужчине, достойному любви, ты с собой не искренен. Либо обманываешь, либо лукавишь, либо хитришь, либо лицемеришь, и все это относительно себя, да, то есть сам себе, ну, привираешь. А в чем? Ну, тут уже давайте не будем углубляться в это, да. Сейчас у тебя достаточно энергии для того, чтобы привлекать в свою жизнь партнера, интимную близость, мужчину или женщину, любовника или любовницу. Вот здесь, может быть, ты себя и обманываешь. У тебя есть силы, а ты не хочешь даже попробовать, да? Как даже не хочешь лотерею купить, да? Помоги выиграть в лотерею, помоги, так ты хоть купи билет, да? То есть вы как бы билет не хотите покупать, да? Ну, а рядом перемена к лучшему. Вот смотри. Например, если ты женщина, то окружающие мужчины сейчас тебя воспринимают как женщину великолепную, как шанс. Если ты мужчина, то окружающие женщины тебя воспринимают как мужчину великолепного, как шанс, как дар внутренний, как дар судьбы. Поэтому неважно, кто ты, мужчина, женщина, без разницы, да. Окружающие могут воспринимать тебя и воспринимают тебя как мужчину или как женщину, да, тут достойного любви и внимания.
Ты привлекательный человек. Посмотри на эту карту. Рядом с тобой на подходе есть мужчина, который волшебным образом, да, может стать для тебя в том числе и кармически важным партнером. И его к тебе ведет магия и, возможно, мужская энергия, ну и, возможно, мужчина-маг. Возможно. Интересный сегодня расклад. Вот смотри, на данный момент, вот на здесь и сейчас, да, энергия страха окружает твою личную жизнь, и только твой страх является тем тупиком, тем барьером, который мешает тебе приоткрыть вуаль реальной жизни, возможной жизни, реальных перемен, реальной дороги, реального пути к реальной любви. Интересно. Тоже достаточно, думаю, да. Давай во внутренние изменения посмотрим, взглянем, да. Взглянем во внутренние изменения. Ну и во внутреннюю трансформацию, во внутренний рост. Вот давай спросим, вот учитывая вот эти две девятки, вот что тебе сейчас важно изменить в себе, чтобы привлечь гармоничные отношения? Именно в себе. Эта карта легкая, игривая, кокетливая, флиртующая. И здесь есть детская непосредственность. Поэтому смотри, все, что я назвал только что, вот все эти аспекты ты можешь в себе менять, добавлять, уменьшать. Но еще это карта инфантильности, поэтому это где-то, может быть, и взрослости не хватает. Да? Поэтому смотри, чтобы привлечь гармоничные отношения, тебе нужно стать, в принципе, легче. Это карта легкая. И твоя значимость должна понизиться более, чем повыситься. То есть, другими словами, для того, чтобы привлечь к себе гармоничные отношения, стань ребенком и не бойся этого. Здесь это так и есть. Ну и не обманывай себя. В тебе настолько достаточно опыта, чтобы неважно, кто ты, мужчина или женщина, ты смог или смогла быть счастливым человеком в любви. У тебя перед тобой могут быть открыты все дороги. Ты можешь эти дороги открыть, или они уже открыты. Ну, тут уже, как знаешь, мы же не делаем здесь диагностику, открывать тебе дороги или не открывать. Ты сам чувствуешь, нужно открывать дороги или нет. Да? Я же уже повторюсь, да, даже есть такой обряд открытия дорог. Магический. Хорошо. То есть, например, ты можешь быть целым миром для другого человека, для того, чтобы подарить ему любовь и принять любовь от него. И неважно, кто ты, мужчина или женщина. Ну и здесь твоя сексуальная энергетика, она достаточно на высоком уровне для того, чтобы быть готовым. Смотри, стоит отказаться именно от дележки имущества, и стоит, вот если отказаться, то это вот делить твое, мое, да, а стоит развить в себе качество брать-давать. То есть, смотри, для того, чтобы, прийти к гармоничным отношениям через внутреннюю трансформацию, внутренний рост,
тебе нужно проработать аспект брать-давать. Можешь погуглить, что такое шестерка пентаклей, чтобы я ее не разжевывал. Но иными словами, твое «дай» и твое «на», между ними нужно поставить знак равенства. Ну, то есть ты должен уравнять свое «дай» и свое «на». Услышь. То есть, например, старая модель у тебя была токсичная, где ты постоянно зависишь от кого-то, например. Или ты постоянно кому-то что-то даешь, а другой берет. Тоже. То есть вот это надо уравнять, то есть оно должно быть сбалансировано, да, дополнительно к тому, что у тебя уже есть баланс. А почему у тебя есть баланс? Потому что у тебя есть опыт. Вот эта карта. Целый мир у тебя есть опыта. И я бы так сказал. Вот смотри, твоя самооценка и любовь к себе позитивно влияют на твою личную жизнь. Но самооценка не должна быть, опять, ни завышена, ни занижена. Заниженная оценка влияет на твою любовь, если ты себя не любишь. И если ты любишь только себя, то он будет тебе, естественно, тоже мешать. То есть, по сути, должен быть балансик, да? Брать, давать, и вот это весы и влюбленные. Баланс весов и близнецов должен быть. Ну, в твоем случае карты говорят об этом. Как оно на самом деле, можно написать в комментарии. Хорошо. Что ты на самом деле, вот особенно для женщины, давайте посмотрим. Больше для женщины, хотя, может и мужчины что-то услышат свое. Чего ты на самом глубинном своем уровне ищешь в отношениях с мужчиной, например, да? Ну, а мужчины уже будут для себя смотреть что-то от женщины. А на самом глубинном уровне женщина ищет в отношениях силу. И здесь женщина ищет мягкое доминирование, а мужчина, возможно, мудрое подчинение и контроль своей агрессивности. Мягкое доминирование, услышьте. Но по сути, ища сильного мужчину, нужно стремиться к мягкой доминации, потому что в конечном итоге отношения – это всегда конкуренция, как правило, и здесь выиграет тот, кто имеет мягкую силу. Кстати, загадывайте желание. Окей. Давай тогда спросим, вот какие внутренние, предубеждения, да, или стереотипы в любви, например, ограничивают тебя очень сильно. Твои предубеждения, которые тебя ограничивают. Возможно, если ты женщина, то ты ищешь императора, и тебе это не надо, особенно если это мужчина очень богатый, или очень властный, или диктатор, или... обычно это такой, знаете, жесткий характер очень. Мужчины, да, для мужчин, если, да, возможно, ты не должен отдавать все или владеть всем. Да, то есть это власть над структурой. Для мужчин, возможно, ты не должен контролировать все, и ты не должен все и всем. Так тоже бывает. И тебе тоже никто не должен по этой карте тогда, если с зеркальной стороны подойти к этому вопросу. Окей. Давай еще посмотрим. Вот здесь вот такая карта слабая, да, вот она немножечко мягкая, инфантильная, а мы наоборот зайдем. А тут рядом император, да. И здесь вот такая сила прямо, да, сила вселенная, кажуть, да. А здесь мягкость. Вот давай, какие вот именно сильные стороны твоей души, то, что это душа, сила души, да, вот сильные стороны души, откуда поток берется? Из расклада уже, да. А вот какие сильные стороны твоей души помогут тебе пройти через эти перемены? В твоей жизни.
да, и на пути к любви. Твое умение отпускать боль прошлого и отвязываться от того, что в прошлом держало тебя незримо, тайно, в боли и страдании, но это место для тебя было дорогим, или это состояние для тебя было дорого. То есть твоя сила воли отпускать болезненные ситуации и переходить в другой мир без этой боли. Окей? Услышим. А вот давай просто спросим. Вот что тебе важно принять и вот полюбить в себе? Потому что мы смотрели по тузу кубков, да, была такая как бы фраза «любить себя». Так вот, что нужно полюбить в себе, чтобы судьба открыла вот новый портал, да, отпустила от прошлой боли в новую жизнь, открыла двери. А смотри, у тебя эти двери могут быть пока закрыты, но ты на пороге, чтобы их открыть. Потому что почему? Потому что ты в балансе, и час магии уже настал. Окей. Что тебе важно принять и полюбить в себе? Свой опыт, свою мужскую родовую программу, своего отца, своего мужчину, внутреннего и наружного, ну и свой язык, ну или манеру общения с окружающими и с высшими силами. Вот это вот тебе важно принять и полюбить себе, чтобы судьба открыла новые двери. Хорошо, почему не так? Ну, давайте посмотрим немножечко например, на партнера, на мужчину, на женщину и будущие отношения. Немножечко туда посмотрим. На данном этапе тебе, в принципе, подойдет мужчина, ну или женщина земной стихии. Какой? Любой, который будет шансом для тебя начать что-то новое, который будет проявлять инициативу и делать шаги навстречу. Поэтому, если спросить, вот какой мужчина тебе наиболее подходит, да, или гармоничен тебе на данном этапе в твоей жизни? Любой, который делает тебе знаки. Это любой человек. Но обращай внимание особенно на земные знаки, такие как Телец, Дева и Козерог. Ну, особенно на эти знаки. Может ли это быть партнер моложе тебя? Мужчина или женщина? Ну, в принципе, да. В принципе, да. Ну, давай так. Какими качествами он будет обладать? Смотрим на будущее, ну или может обладать. Да? Смотри, ну, это умение управлять. То есть он должен быть инициативным, если касается мужчины. Если касается женщины, то это мягкая доминация. И качество умения управлять. Это человек-управленец. Инициативный, управляющий и лидер. Это такая лидерская карта. Овен выпадает. Поэтому может ли он быть знаком зодиака Овен? Может. Может ли быть львом? Может. Может ли быть стрельцом? Может. Может ли быть земной картой? Может. Ну, земным знаком. Поэтому для тебя в партнере важное качество – это инициативность, амбициозность, умение и желание управлять. Ну, а подчиняться – это уже смотри, как заходит, да, потому что есть люди, которые могут подчиняться и умеют подчиняться. А есть такие, которые и не умеют, и не могут. Да, ты его не научишь. Он не рожден подчиняться. Знаете, вот есть
Такая пословица: рожденный ползать, летать не будет. Вот здесь и про подчинение точно так же. Человека, который не может или не будет, не склонен, ты никогда не подчинишь. Давай спросим, вот что этот партнер будет чувствовать к себе на глубинном уровне? И опять смотрим, без разницы, мужчина или женщина. Королева кубков. Он будет тебе чувствовать, особенно если ты женщина, материнскую заботу, а вообще это желание сохранить то, что есть. Поэтому это что? Это бережность или аккуратность. Может ли это быть почтением? Да. Может ли это быть уважением? Да, почтение, бережность и аккуратность. 3 в одном дает что? Уважение. Что такое уважение? Это почтение, бережность и аккуратность. Вот оно тебе и уважение. Хорошо. Поэтому на глубинном уровне, например, мужчина будет чувствовать к тебе, что это материнская забота, а женщина будет чувствовать защищенность и желание, хранить как нечто ценное. Да? А если сейчас, вот смотри сюда, если сейчас вот мужчина, который думает о тебе или тайно интересуется тобой. Да, есть, но этого мужчину с тобой связывает какой-то болезненный опыт, и, скорее всего, это опыт разрыва. Да, он есть, и ты с ним, возможно, либо разорвала, либо он, если ты с ним не разрывала, тогда он точно разорвал с кем-то, покончил с кем-то, да. Как минимум, контакт, диалог, а может, и отношения разорвал, да. Может быть, он забанил тебя, может, ты его забанила. То есть кто-то плачет, мучается и как раз вот на мужчину выпадает. И женщина, тут тоже мужчины, можете смотреть, оно одинаковая карта, по сути. Больше мужская, конечно, но парная. Хорошо, тогда давай спросим отсюда. Он есть, да, этот человек, вот, который интересуется тобой, но ему больно. Какие вот у него намерения, планы по отношению к тебе? Он хочет сблизиться с тобой. И хочет где-то, может быть, не только общение, но и объясниться, оправдаться. Видишь, как бывает, да? Вот давай тогда спросим, что может стать, вот смотри, дорога, да, что может стать препятствием на пути ваших отношений? Другая женщина, деньги, и желание обеспечиваться или обеспечивать. То есть финансовые вопросы и другая женщина, особенно если она телец, дева, козерог или жена. Это часто архетипы жены, а это архетип матери. Окей. Хорошо, препятствия понятно, но чего-то мне тут не хватает. Давай еще пару вопросов на будущее. Вот какой важный кармический урок вы, может быть, будете проходить вместе? Пойдем посмотрим. Важный кармический урок. Неудач, предательства и поражений. 5 мечей. Ай-яй-яй. Для чего вам это непонятно, да? 5 мечей для чего-то выпала, да? Как вы считаете, для чего вам выпала 5 мечей как ответ на этот вопрос, да, который родился в потоке? Хорошо. Давай тогда спросим, как появление этого мужчины может изменить твою жизнь, судьбу, вот как оно влияет, да, карта влияний, проверим. Твоя судьба, твоя личная жизнь с появлением этого партнера, мужчины или женщины, будет более успешная в материальном плане. То есть ты станешь богаче, ты станешь обеспеченней, у тебя будет больше успехов в бизнесе, в работе и в финансовой сфере.
Беднее точно жить не будешь, но и прилагать усилий ты будешь больше. Не думаю, достаточно на будущее, да. Давайте немножечко посмотрим о переменах все-таки, потому что мы можем не успеть вложиться в наш трафик, да, времени, временной поток. Перемены вот по судьбе. Давай посмотрим, какие перемены в личной жизни, да, ожидают тебя в ближайшие 3-6 месяцев. От 3 до полгода в период. Ну, ты знаешь, во-первых, или вообще никаких перемен, вот вообще ничего не поменяется. Но ты можешь угодить в какой-то кармический узел или в кармическую сложную ситуацию. То есть, по сути, ты окажешься в кармическом узле в ближайшие полгода, от 3 до 6 месяцев. То есть тебя ждет серьезное испытание какое-то. А есть ли в твоей судьбе вероятность новых серьезных отношений или брака? Даже вот по этой карте. Весы и близнецы открытый путь. Может быть, это кармический уже муж или жена. Еще раз, есть ли в твоей судьбе вероятность новых серьезных отношений или брака? Знаете, как бинго. Да, есть. И эта карта прямо говорит, что в твоей судьбе вероятность новых серьезных отношений или брака пока существует. Хорошо это или плохо, можете написать. И как вы считаете, напишите свое что-то в комментарии. Хорошо. А вот какие важные судьбоносные события произойдут в твоей личной жизни? Скоро. Ты перестанешь обижаться на кого-то и кому-то что-то простишь, и на тебя точно так же перестанут обижаться и простят. И чувство вины твое или твоего партнера будет отпущено. То есть какой-то грех будет отпущен. Или камень с души будет снят. И это станет для тебя судьбоносным событием, после которого произойдут судьбоносные перемены в твоей личной жизни. Это не с этой колоды. Женщина, видите, не с этой колоды. Давайте дальше. Вот, давай спросим, как ты можешь мягко ускорить или улучшить эти перемены? Да, вот что от тебя требуется? Спокойствие, еще раз спокойствие, здоровый сон, отдых, настройка на позитив и умение пробуждаться вовремя. Давай как резюме к этому блоку кармического, да, и, не кармического, а перемен, кармических перемен. Какой главный итог от этих перемен тебя ждет, да, на уровне материальном, на уровне души и так далее? Ты принимаешь вызов, начинаешь новую игру и пытаешься играть по своим правилам, придерживаясь правил игры общей. Услышь вот этот вот момент. Это очень сложная карта здесь. Давай вот немножечко совета и благословения такое. Вот какой главный совет тебе дают карты вот именно сейчас на этом раскладе, в сфере личной жизни? Дорогу осилит идущий, но эта дорога – это не спринт, это марафон. Научись играть в долгую и помни, что удовольствия должны быть дорогими. За все нужно платить, и успех стоит дорого. Так, 10 монет. А вот какое, давай так скажем, напутствие и благословение дает тебе Вселенная через этот расклад? Бороться, искать, найти и не сдаваться. Почему-то так идет. Но смотри, сейчас ты многого не понимаешь. И, сказать,
Богу о своих планах, это значит рассмешить Его. Поэтому планируй, думай, но действуй и борись. И тогда твое будущее и твои результаты гармонично вплетутся в твою ближайшую реальность твоего ближайшего будущего, в котором любовь и гармоничные отношения будут радовать тебя и твоего партнера. Мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. Оставайтесь на связи і побачимось, почуємось. До зустрічі. Па-па.